На лед приглашаются участницы первой разминки. На разминке находятся Елизавета Банных, Калужская область, Эльвина Тугузбаева, Республика Татарстан, Арина Ореховская, Оренбургская область, Ирина Горощук, Республика Мордовия, Екатерина Кольцова, Костромская область, Маргарита Котенева, Республика Мари-Эл. Разрешена 6-минутная разминка. Дорогие друзья, приветствуем вас на соревнованиях юниорок на этапе Гран-при России в Казани. Это уже 4-й этап. В разгаре сезон, можно сказать. Старты идут один за другим. Все это старты важные, являющиеся отбором и к финалу, и к чемпионату, и к первенству. И на этих турнирах ответственность на спортсменок уже ложится вполне себе серьезная. А мы, зрители Первого канала, имеем возможность наблюдать за всеми этими соревнованиями в прямом эфире, в полном объеме, и это беспрецедентно. Комментировать выступления юниорок в короткой программе сегодня для вас будут Василий Соловьев и Анна Щербакова. Приветствую. Всем привет, друзья! Очень рада вновь оказаться на комментаторской позиции и вместе с вами наблюдать за соревнованиями наших прекрасных девушек. Девушки действительно прекрасные, все изящные, спортивные, подтянутые, целеустремленные. Их 18 человек, и это будет длинный путь, да, короткая программа, но множество различных надежд будут девушки своей программой выражать на этот турнир. Елизавета Банных первая будет выступать на этих соревнованиях из Калужской области. Вслед за ней Эльвина Тугузбаева, она в свою очередь из Татарстана. Вот она на ваших экранах. 14 лет ей. Ну, здесь всем 14, 13, 15. Совсем все молодые. Серебро на всероссийских соревнованиях в Тюмени она получила. Первый случай в истории ямальского фигурного катания, когда спортсменка получила серебряную медаль на соревнованиях с участием фигуристок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми. Вот такая статистика в свое время. Далее будет кататься Арина Ореховская из Оренбурга. Арина в том числе умеет прыгать и четверные. Видели мы ее на этапе Гран-при в Магнитогорске, где она заняла 5-е место. Ее тренеры Елена и Екатерина Михайловы на ваших экранах. Из Мордовии Ирина Горощук. Победила в прошлом году на всероссийских соревнованиях памяти Александра Горшкова. А еще чуть раньше на турнире «Мордовские узоры». Короткая программа у девушек, конечно, такое испытание, когда очень мало каких-то разнообразия в прыжках, все довольно-таки однообразно и похоже, но все нужно сделать очень чистенько, аккуратненько для того, чтобы выделиться.
Да, в элементах нету простора для фантазии. Есть обязательный двойной аксель, обязательный прыжок тройной ридбригер. И лишь в каскаде можно немножко пофантазировать. Но я вот посмотрела, практически все участницы заявляют один и самый дорогой каскад, тройной луз, тройной тулуп, так что будет буквально пару исключений, но в остальном и в основном у девочек одинаковый набор прыжков, и здесь будет борьба идти на чистоту, на дотянутые линии, на интерпретацию программы, на уровне во вращениях, дорожках. И вот из этих мелочей как раз-таки будет складываться итоговая таблица по коротким программам. Так что вот сегодня нет права на ошибку, и действительно девчонки, которые будут бороться за самые высокие позиции, должны будут безукоризненно откатать свои программы. Екатерина Кольцова из Костромской области. Ее тренер Юлия Тащикова. Серебряный призер командного первенства по прыжкам. Внимание, до окончания разминки осталось... Единственный регион, Кострома, это представители которого участвовали в чемпионате России по прыжкам в 2024 году. Остальные были все москвичи. В прошлом сезоне второе место на соревнованиях «Северный вальс», первое место на соревнованиях в Вологде. И девушка из спортивной семьи. В семье Кольцовых раньше занимались и мама фигурным катанием, и старшая сестра. А тренер Юлия Тащикова – это президент Федерации фигурного катания на коньках Костромской области. В завершении группы участников будет кататься Маргарита Котенева. Это из республики Марий-Эл. Она приехала. Ее тренеры Ирина Щербакова, Анна Бондарева. Ну, итак, вот у всех написано там, какое музыкальное произведение, кто композитор, название, еще что-то. У Маргариты Котеневой просто обозначено танго. Все, дальше додумайте сами, что за танго. Но мы услышим и обязательно поймем. Но это будет в завершении разминки. В завершении группы участников. Сейчас разминка завершена. И первый на лед выходит Елизавета Банных из Калужской области. Катается она под пение израильской певицы Юваль Рафаэль с такими серьезными текстами. Очень красивая мелодия. Давайте пожелаем ей удачи. And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. And then I see you, dear.
Ну вот так. Сложно всегда выходить первым. Еще все пристально на тебя смотрят, и зрители телевизионные, и комментаторы, и самое главное, судьи. И мы сейчас будем с интересом анализировать и наблюдать, а как судейство будет происходить на этом этапе. Потому что вот от этапа к этапу, даже от вида к виду, так вот по-разному иногда смотришь, и прямо сразу прессинг, и все пересматривают, и внимательно, недокрут, и все. А потом другой этап или другой вид смотришь, и так уже как-то посвободнее получается. Да, фигуристы зачастую говорят, что нельзя сравнивать оценки между разными соревнованиями, потому что от судейских бригад и технических специалистов, конечно, все равно многое зависит. Как мне кажется, по первому выступлению можно сказать, что довольно строгое сегодня судейство, потому что прекрасно откаталась Елизавета и очень хороший тон задала сегодняшним соревнованиям девушек. Начала с каскада, тройной луц, двойной тулуп, но углядели там неверное ребро, поэтому стоимость, конечно же, будет сильно снижена. И базовая, и оценки от судей тоже будут отрицательными. Затем двойной аксель, выполненный хорошо, и тройной ридбрегер во второй половине программы ставят недокрут, поэтому тоже оценка будет снижена. Но надо сказать, что выступление было очень хорошим, все выполнено на очень хорошем уровне, и эмоционально каталась Лиза сегодня, и прыжки все выполнила, вращение четвертого, третьего уровня, на хорошие уровни, дорожка второго уровня. А мы знаем, что у юниоров уже в этом году очень строго дорожки шагов оценивают, и третий уровень буквально единицы получают на соревнованиях, даже третий. Так что сегодня очень достойное начало коротких программ. Да, молодчина, здорово. Ну и они радуются вместе со своим тренером Виктором Гейером. Также она тренируется у Кристины Ермоновой. Видно, что довольна сегодняшним прокатом. Молодчина. Абсолютно заслуженно, да, может порадоваться. Ловит драйв и такое хорошее музыкальное настроение. Это прелестно. Ну, а мы ждем первых оценок, потому что судьи теперь еще и пересматривают одно из вращений, да? Прыжок во вращение они смотрят. Понизили даже уровни во Понизили? вращении. Да. Строго сегодня будут оценивать явно девчонок. Пожелаем им крепости духа. С другой стороны, нужно кататься выше на 2 головы, даже своего собственного проката, и тогда, как говорила Татьяна Анатольевна, на хорошо не скажешь плохо. 44 балла она набирает. И отсюда мы начнем наш отсчет. Эльвина Тугузбаева на льду из Татарстана. Ее ее короткая программа, в том числе композиция «Мани, мани, мани». Must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. All the things I could do if I
things I could do if I had a little money. It's a rich man. Такая серьезная композиция музыкальная, прям трагическая. Мы мало кто задумываемся, что вообще-то эта песня у Аббы «Мани, мани, мани», она как раз очень жестким текстом про влияние денег на жизнь и суровую женскую долю и так далее. Но вот в таком мрачном настроении откаталась Эльвина, но давай обсудим, как оценить это катание не с эмоциональной точки зрения, а с технической. Ну, с эмоциональной точки зрения, очень стильная программа, стильное платье, и Эльвина очень хорошо преподнесла свою программу, а вот с технической точки зрения сейчас видим на экранах двойной аксель, сложный выезд с махом, затем был обязательный тройной ридбергер, тоже прекрасно выполнен, на хорошей скорости, без потери скорости на выезде, хорошей позиции во вращениях. Ну вот, возвращаемся к сложности и жестокости даже правил в короткой программе. Каскад во второй половине должен был быть, и вот при падении с тройного луца остается без каскада Эльвина и теряет на этом очень много баллов. На этом луце еще и находит неправильное ребро, так что, представляете, за каскад, за который она могла получить порядка 12-13 баллов, она получит лишь 2 балла. То есть одна ошибка сразу же, как минимум на 10 баллов, тебя отбрасывает назад. Еще и штраф минус падения, падение, да. Вот. У Эльвины при этом каскад стоял во второй половине, поэтому права на ошибку и так не было. Но даже если бы он был там первым прыжком, все равно в короткой программе у юниоров нельзя переделывать каскад, даже если вдруг на первом прыжке случилась ошибка. Так, тройной ридбергер всегда должен быть сольным прыжком. Тем не менее, все вращения 4-го уровня, а мы за такое, как мы уже привыкли, почетную грамоту выписываем. Ну, это она у Калиды, это грамота. Но мы от его имени позволим себе распоряжаться. Цифровую подпись. Дорожка 2-го уровня. Очень хорошо и по уровням, и по презентации прокаталась. Ну, ошибки бывают. Пожелаем, чтобы завтра все получилось, все удалось, и таких обидных, досадных ошибок не было. Да, ну прямо Эльвина, мне кажется, была в таком в легкой прострации по поводу срыва этого элемента. Есть ощущение, что Ничто у не нее предвещало, стабильно как будто, получается, да. И она, тем не менее, лидирует, но, конечно, все познается в сравнении. Могла набрать намного больше баллов, как мы уже сказали, на 10. Арина Ореховская из Оренбурга. Катается она под танец смерти, данс макабр.
приятное удивление от Арины Ореховской в этой программе. Смотри, как она довольна своим катанием и с удовольствием кланяется. Мы тут ахали с Анной с некоторых заходов на прыжки. Надо сказать, что в Магнитогорске вот у Арины не получилось именно короткая программа. Ну, как не получилось? Один элемент сорвала Ридбергер и как-то потеряла много позиций, которые ей бы помогли оказаться выше. А сейчас вот... Очень приятное впечатление, да, производит Арина своей программы. Очень радостно видеть ее улыбку после проката, но еще более радостно было видеть ее прямо во время проката. Вот сейчас, конечно, сакцентирую внимание, заход на двойной аксель. Вот тут мы ахнули сразу же, потому что очень сложно. Из перепрыжки, через другое плечо она поворачивается. Это очень сложно. И вот мы, наверное, как профессионалы сразу на такое внимание обращаем. Так что дальше уже очень пристально смотрели на программу Арины. Прекрасно справилась со всеми элементами. Сейчас видим каскад из второй половины, тройной луц, тройной тулуп. И вот здесь как будто чуть-чуть легкая неуверенность на выезде проскочила. И как она это умело сразу же перевела в следующий шаг, чтобы не получить какие-то сильные понижения от судей. Это тоже значит, что девочка очень думающая, во время проката анализирует все элементы и умеет спасти ситуацию. Программа сложная, насыщенная. Дорожка шагов на 3-й уровень, между прочим, оценили, что тоже очень хорошо. Так что очень хорошее впечатление производит на нас Арина. Молодчинка. Ученица Елены и Екатерины Михайловых, которые тоже так по-матерински довольны рядом с ней сидят. Короткую программу набирает 59,51 балла. Она лидирует Первое после место. короткой программы. Я имею в виду после Для этого исполнения выступления. программы А приглашается Ирина далее на Горощук. льду Ирина Республика Горощук и Мордовия. Оксана Булычева, ее тренер. Провожает ее на лед. Республика Мордовия представлена здесь. И певица Камиль Лелюш, неоднократно используемая фигуристками для своих программ, звучит в качестве музыкального сопровождения. Il est loin le temps de baisser la tête. On ne demande plus l'autorisation. C'est le mouvement d'une vague que rien n'arrête. On avance et on s'en fout dès qu'on dira tout. Tu parles et nous on lève les yeux au plafond. Les visages de mes guerriers dans la foule. On va faire trembler la terre sous nos talons. On entend monter dans la ville le chant des femmes qui brillent, la voix de mes sœurs qui au vent d'épaule, le menton haut, des femmes de caractère. Qu'est-ce qu'on est belle, qu'est-ce qu'on est fier, je veux pas nous voir à terre. Taper la pause, nous on veut l'amour sans la guerre. Car rien qui nous arrêtera, même pas ta haine. Laisse-nous passer, et ta route à faire. Laisse-nous la paix, tu fous la fête. Laisse-nous passer, qu'est-ce que tu vas faire? On entend monter dans la ville le chant des femmes qui brillent, la voix de mes sœurs qui arrivent.
очень четкая спортсменка Ирина Горощук. Все она так делает максимально фиксированно, все структурировано. Такой хороший баланс у нее, вовремя собирается, вовремя раскрывается. Все вот как школа какая-то, да, фигурно-катательная. Нужно делать так. И я сейчас это сделаю. Но это в хорошем смысле этого слова, да, молодчина. Да, вот эта целеустремленность в глазах, она сразу читается, с какой бойкостью выполняла все свои элементы Ирина. Чуть-чуть, наверное, даже не хватило вот ее взгляда, может быть, на судей, на зрителей, но настолько она была сосредоточена, при этом очень хорошее чувство позы и выполнения элементов. Давайте посмотрим стартовый каскад, тройной луз, тройной тулуп, прекрасно докручено, но вновь находит неверное ребро. Техническая бригада уже, мне кажется, третий прокат находят, так что здесь очень строго за этим следят. И ни одна ошибка не проскочит мимо технической бригады. Дальше вопросов по прыжкам нет. Двойной аксель, во второй половине тройной ридбергер. Все четко сделано. Вернусь к тому, что очень красивые линии у этой фигуристки. Очень интересная хореография. Она ее очень красиво выполняет. Прям вот ручки, ножки, все дотянуто, все поставлено. Вращения все на 4-й уровень, но в одном из вращений позицию не засчитали базовую, поэтому будет чуть ниже базовая стоимость этого вращения. Однозначно в плюс идет этот прокат для спортсменки. И еще раз просто пожелаем ей побольше раскрыть свою эмоциональную сущность, потому что техническая база присутствует. И очень хорошие хореографические данные, и очень приятно вообще глазу эстетически смотреть на ее катание. Технически я готова, пора завоевывать мир. Пусть внутри будет вот такое ощущение у Ирины на следующих стартах. Второй результат у нее пока по итогам прокатов. И Екатерина Кольцова катается следующий. Юлия Тыщикова, ее тренер. Это Костромская область. И предлагается программа на музыку Мариса Ровеля.
Еще одно отличное выступление от Екатерины Кольцовой. Молодцы сегодня девчонки, все собранные, не видим каких-то грандиозных срывов, все как-то хорошо настроились на этот старт, ну и показывают осмысленное катание. Здорово. Да, девушки нас сегодня радуют определенно своими выступлениями. И вот Екатерина не стала исключением, справилась. Все элементы в данный момент находятся в плюсовой зоне. Давайте сейчас посмотрим повторы. Начала свою программу с двойного акселя на хорошей скорости, со сложным выездом. В характере. Да, затем был тройной ридбергер, вот тоже со сложного захода, с гидроблейда, с двумя руками наверх. Тоже без усилий особых выполнен. Вращения все выполнены на 4-й уровень, никаких вопросов у технической бригады это не вызвало. Так у нас никаких грамот не Каскад, хватит. Тройной луц, тройной тулуп. На мой взгляд, с тройного луца не очень уверенно выехала Катя, но при этом вытащила и дальше тройной тулуп настолько уверенно сделала, что уже даже забываешь, что после луца были какие-то сомнения. Так что да, почетная грамота за все 4-е уровни и все элементы выполнены в плюсовой зоне. Дорожка на 3-й уровень. Вообще придраться не к чему вот в этом прокате. Судьи очень быстро выставляют оценку, прям моментально, еще даже раньше, чем закончились повторы. И она лидирует на данный момент. Отрыв небольшой от Арины Ореховской, но он есть. Республика Марий Эл. Маргарита Котенева будет кататься последней в этой группе участниц. Как мы уже и анонсировали, танго.
Боевым выступлением завершает Маргарита Котенева эту группу участниц. Не все вышло, но она поборолась и в соответствии со своими достижениями получит оценки. Да, Маргарита определенно боролась, но видим мы, что и сама она, конечно, расстроена той ошибкой досадной на тройном луце. Вновь вернемся к правилам, которые не позволяют переделать каскад, если вдруг он не получился на первом тройном прыжке. Именно у юниоров такие строгие правила. Начала с прекрасного двойного акселя, который вот сейчас видим на экранах. Очень уверенно этот прыжок сделала. И затем должен был быть каскад тройной луц, тройной тулуп. Давайте посмотрим. На луце немного вывалилась она из круга влево. Очень высокий прыжок, и она вот прям вот с этой высоты так ушла в степ-аут. Из-за чего, то есть не такая уж и грубая ошибка была бы, например, в произвольной программе. Но здесь, в коротких, когда это должен быть каскад, то это, конечно, будет стоить огромного количества баллов Маргарите. То есть произвольно она перенесла бы каскад и Просто все. перенесла бы каскад и получила бы легкий минус за этот степ-аут, но здесь это сразу же минимум 10 баллов потери. На то и короткая программа не прощает даже вот таких минимальных ошибок. Но затем собралась, было видно, и тройной ридбергер сделала. Как будто еще в дорожке шагов чуть-чуть досада чувствовалась, пока катала ее, но дальше все взяла в себя руки, доделала все, и вращение последние 2 сделала на 4-й уровень, и ридбергер хороший. Так очень позитивная фигуристка, с такой обращенная к публике в своем катании. Да, да. Очень открытая и прям вот своими эмоциями заряжает зрителей. Что очень Маргарита ценно. Котенева за короткую программу набирает 45,10 баллов. На данный момент занимает 5-е И на 5-м месте Маргарита Котенева после выступления 6 девушек в короткой программе. На лед приглашаются участницы второй разминки. На разминке находятся Ксения Бородина, Удмуртская республика, Агата Морозова, Санкт-Петербург, Карина Соболева, Санкт-Петербург, Арина Парсекова, Москва, Майя Сарафанова, Москва, Амалия Насыбулина, Республика Татарстан. Разрешена 6-минутная разминка. Продолжаются соревнования. Следующая группа участниц на льду. Многих из них мы уже видели на предыдущих соревнованиях. И к ним, соответственно, и пристальнее внимание, потому что знаем уже, кто из них на что способен. Но всегда ждем сюрпризы, преимущественно хорошие. Очень любим вот так вот вздыхать и вздрагивать, когда кто-то делает интересный, например, заход на прыжок, как это сделала Арина Риховская. Приятно, когда кто-то хорошо удивляет. Да, в короткой программе не так легко это сделать, потому что, как мы уже говорили, у всех одинаковый набор прыжков, и работа идет на чистоту, на четкость. Но очень, конечно же, приятно удивляет, когда кто-то заставляет нас вновь удивиться, вздрогнуть от каких-то интересных находок в программах. Это всегда очень запоминается. То есть, получается, не только на чистоту, на четкость, но есть все-таки в короткой программе возможность как-то так варьировать, комбинировать, вот придумать сложный заход, что поможет тебе получить больше судейских баллов на этом элементе. То есть выжимать из всех хорошо всем известных элементов максимум, да, выше прыгать, дальше лететь, красивее выезжать, вот это все. Это даже не чистота, думаю, что... а творчество даже какое-то, да? Да, мне кажется, что вот именно для тех, кто борется за лидирующие позиции, тех фигуристок, которых мы любим, знаем, которые нам запоминаются, и вот именно их индивидуальность, то это девчонки, у которых чистота — это вот как база, фундамент, который
точно должен быть, и уже сверху этого фундамента идет интересная программа, интерпретация этой программы, эмоции, с которыми они ее катают, какие-то интересные находки, фишечки. И вот все это вместе дает, да, ту самую картину, когда мы не просто говорим, что это хорошее выступление, а когда этих фигуристок мы уже запоминаем, знаем, болеем за них и ждем вновь и вновь их прокатов. Первыми будут кататься сначала Ксения Бородина из Удмуртской республики под руководством Лилии Демиденко. Затем на ваших экранах Виктор Попов. Это тренер Агаты Морозовой. Она из Санкт-Петербурга. Школа «Звездный лед». Представит свою короткую. Затем Карина Соболева. Еще одна питерская школа, Академия фигурного катания. И Роман Усатов, ее тренер. Готовит она свой прокат под пение Пелагеи «Ой, да не вечер». А в Казани еще не вечер? Как будто бы Роман улыбнулся моей шутке дистанционно. Арина Парсегова вслед за Кариной будет кататься. Это уже ученица Георгия Пахилюка. В Магнитогорске была 4-й. У нее вот в короткой программе был результат 63 балла. Это, тогда она, насколько я помню, лидировала с таким результатом. Вот сейчас у нас ближайший, точнее, самый высокий результат — это 59 баллов. Такое впечатление, что как будто на этом турнире повыше баллы. Может быть, мне так кажется. Посмотрим. Надо сказать, что девчонки с каждым этапом все в более хорошей форме Кстати, из-за находятся, этого набирают форму, потому что начало сезона все еще как-то постепенно вливались, и мне кажется, вот как раз с каждым этапом мы все чувствуем, как в более хорошей форме находятся спортсменки. Еще одна 13-летняя спортсменка Майя Сарафанова, ученица Екатерины Моисеевой, с которой они работают в школе имени Жука московской. Серебряная медаль на соревнованиях памяти Гринькова, где Майя в свое время впервые успешно выполнила четверной луц. Ну а в Магнитогорске только 7-е место она показала. Очень гибкая, такая спортивная девочка, занималась гимнастикой. А синтез различных видов спорта всегда интересен. Амалия Насыбулина будет кататься последней в этой группе. Ее тренирует Людмила Гафарова. Осталась 1 минута. В прошлом году тоже была призером всероссийских соревнований памяти Горшкова. В Красноярске ее короткая заслужила 58 баллов. Там она финишировала 6-й. Вот сейчас с таким результатом она пока, например, оказалась бы 3-й, да? А впереди еще огромное количество участниц. Любопытно, что на разминке, естественно, девушки исполняют не только прыжки, но и какие-то еще элементы. Например, даже какие-то хореографические. Вот хореографические обычно девчонки делают ради какой-то уверенности, больше, чтобы просто почувствовать лед. Не ради того, чтобы повторить ласточку, я не знаю, Ну, спираль. после того, как ты отработал уже все прыжки, а в короткой программе их не так много, можно быстро отработать, то дальше идут, да, уже какие-то и хореоэлементы. Лучше лед, да, почувствовать. Может быть, в образ как-то уже программу постепенно войти. Ксения Бородина. А может быть, даже и как-то это продемонстрировать и судьям, и В зрителям. том числе, я? конечно, произвести впечатление. Девочки, Интересно. как-никак. И красавицы. Ксения Бородина. На ваших экранах она открывает катание в этой группе участниц. И программа ее называется «Я о тебе позабочусь».
loved and lost, the same as you. So you see, I know just what you've been through, and if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care of you. You don't never have to worry. You don't ever have to cry. Yeah, I'll be there beside you to dry your weeping eyes. So, darling, tell me that you'll be true. 'Cause there's no doubt in my mind. I know what I wanna do, and just as sure, 1 and 1 is 2. Oh, I got to take care of you. Хорошее катание. Ксения Бородина, такая девушка высокая, с красивыми линиями. Ксения Бородина. И очень не просто старалась, а боролась, и получалось у нее все элементы. Ничто не отпускала, была сконцентрирована. Прям молодец. Я, правда, сразу так заглядываю в протокол и смотрю, что там вот прям... Ой, как будто не своих фигуристок судят, а Ну да, мы уже обсуждали. каких-то, не Строго знаю, сегодня, да, относится особенно корейских. техническая бригада. Но, да, тем не менее, давайте пойдем по порядку. Начала с тройного Ридбергера. Сделала прекрасно, с хорошим выездом. Очень так сосредоточенно, четко исполняла поставленную задачу. Затем двойной аксель. Тоже исполнен. И каскад во второй половине. Тройной луз, тройной тулуп. Он тоже был исполнен. Но сразу было видно, что он был исполнен в борьбе. Мы за такое даже хвалим, потому что даже если вдруг что-то было в воздухе не так, все, справилась она с этим. Вот мы видим тройной луц, затем тройной тулуп, и вот на выезде чуть-чуть, может, пошатнулась. Нет, сразу же все, додержала выезд, все сделала. Но изначально он шел под небольшой минус, этот каскад. И теперь еще и углядели там неверное ребро. Техническая бригада Да, и увидела. тогда Теперь, неверное конечно, ребро это уже от сразу судей же, минус да, 1,5 балла. И базовая стоимость уходит, и судьи уже отрицательно. Ну вот ставят. аксель 0 баллов дают судьи наценки. Это, то есть, вообще ничто, да. То есть настолько он был Ну, плох. это, безусловно, строго очень по отношению к Ксении, но это значит, что нужно быть на 2 головы выше, чтобы было не придраться. Сложные заходы, сложные выезды, руки наверх. Все это вместе, чтобы вот никаких вопросов уже ни у кого не было. Почему так? Санкт-Петербург. Ксения на 4-м месте, а вслед за ней катается Агата Морозова из Санкт-Петербурга. I put a spell on you because you're mine.
do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. And we could live for 1,000 years. But if I hurt you, I'd make wine from your tears. So I told you that we could fly, 'cause we all have wings. But some of us don't know why. I was there, you were there. Two worlds colliding, and they could never, ever tear us apart. And they could never, ever tear us Ну, я прям повторяюсь, но прекрасно. Ну, и каждый прокат такой, представляешь, все лучше и лучше у участниц сегодняшнего турнира. Смотришь и радуешься всему, и тому, как программа поставлена, и как девушки тщательно выполняют все эти элементы и прыжки. Как здорово она стартовала сегодня с прыжков. Это действительно так. Агата сегодня поразила своей короткой программой, насколько вот буквально с первой позы она сразу заразила нас своей улыбкой, харизмой, и дальше прям вот очень артистичная девочка, очень. В каждом движении было видно, как она эту программу проживает, доделывает каждый жест. Очень артистичная, очень хореографичная и пластичная. И это все было отражено и программой, и хореографией, которую ей поставили. То есть ей сразу вот программа села прям на ней очень хорошо, и она ее вот на все 100% сегодня откатала, и подача была вот великолепная. И самое главное, что элементы при этом тоже ничуть не пострадали, прекрасно справилась. Каскад, тройной луц, тройной тулуп, двойной аксель, тройной ридбергер. Все хорошо выполнено. Дорожка 3-го уровня, то есть и катание тоже оценили, и корпус, который она делала в этой дорожке, потому что очень много интересных находок было, как в дорожке, так и в целом в переходах между элементами. Вращение 2 4-го уровня и одно вращение 3-го уровня. Где-то все-таки чуть-чуть она в комбинированном что-то не доделала. Но тем не менее, вот эта вот улыбка и то, с какой отдачей она катает эту программу, это, конечно, сразу завораживает. Агата Морозова за короткую программу набирает С довольным тренером Василием Поповым. Она смотрит на свои оценки, и они высоки. На первом месте Агата в данный момент после выступления 8 спортсменок. На лед приглашается Карина На льду Карина Соболева. Это также питерская фигуристка, но из другой школы, Академии фигурного катания. И обещанная Пелагея и «Ой, да не вечер».
чувствую, войдет в качестве образца железных нервов и хорошо подготовленных прокатов в короткой программе турнир в Казани. Будем его вспоминать и говорить: вот вы помните, был такой день, там все катались абсолютно чисто. И девчонки нас, да, радуют сегодня и своими стабильными прокатами, и тем, что вот каждый прокат показывает, мне кажется, и раскрывает очень индивидуальность этих фигуристок, что мало кто здесь просто выходит и как робот выполняет свои элементы. Все девчонки нашли вот какие-то прокаты, музыку, которая их прям очень хорошо раскрывает. Давайте к технической части. Тройной луц, тройной тулуп. Тройной луц, мне кажется, вот немножко в каких-то сомнениях был выполнен, чуть корпус был спереди, но тем не менее так уверенно она снова исполнила этот тройной тулуп, что больше вопросов уже никаких не было к этому каскаду. Двойной аксель прекрасно выполнен. Тройной ридбергер мне очень понравился, насколько он был на скорости, пролетно, с хорошим выездом. Вот сейчас мы его увидим. Вот, и прям на выезде она так оттянула ногу назад, что аж добавила себе скорости еще больше, чем было на заходе. Ну, прям очень красиво это в программе смотрелось. И мне кажется, что программа прям заиграла как раз после исполнения всех прыжковых элементов в дорожке. Она прям так очень широко, раскатисто поехала, что очень гармонично смотрелось с этой музыкой. И вот как будто исполнив все прыжки, она дала себе вот эту свободу раскрыть и показать эту программу. Да, это ценится и придает какого-то совершенно другого веса программе, когда фигурист вот так эмоционально раскрывается. Ну и вот тройной луц, луц, который я говорила, что неуверенно был выполнен, на нем находят и неясное ребро, и недокрут в четверть оборота, поэтому, конечно, баллы сейчас будут не столь высоки, как они могли бы быть. 56,59 балла. И у тренера и у спортсменки немножко ухудшилось настроение после озвучки этих результатов, но, тем не менее, это был очень хороший прокат, и ребро на луце, оно найдется рано или поздно. Арина Парсегова из Москвы, школа «Хрустальный», тренер Георгий Пахилюк. Интересная спортсменка, которая катается и в одиночном катании, и в парном одновременно. В Магнитогорске была 4-й, но точно могла больше и лучше. Но, кстати, в короткой программе она лидировала с результатом 63 балла. С таким результатом она и сейчас сможет на вершине оказаться.
необычно, с интересной хореографией, интересным образом выступает Арина Парсегова. И делает это очень уверенно, Арина очень Парсегова. качественно. Да, как раз только что обсуждали, что вот такие яркие программы, мне кажется, самое время их катать в таком вот юниорском возрасте, когда есть возможность поэкспериментировать, найти какие-то новые стили, подходы, которые тебе будут близки, как-то раскрыться в них. Вот. И как раз, мне кажется, именно такую программу мы сегодня видели от Арины, потому что как будто бы легко можно представить, как Арина прекрасно катает какую-то классику или что-то нежное, лиричное, но вот решили поэкспериментировать. И Ариша сегодня показала очень такую необычную программу с интересной хореографией. Прекрасно исполнил все элементы: двойной аксель, тройной ридбергер, во второй половине каскад, тройной ус, тройной тулуп, и все вообще в лучших традициях школы Хрустального, когда на все прыжки сложные заходы, сложные выезды, переходы между прыжками, нет пустых мест в программе, все вращения выполнены на 4-й уровень. Ну, то есть вот программы, которые изначально ставятся без каких-то слабых мест, без остановок, без передышек, где вот каждая деталь важна и нету каких-то моментов, которые опускаются или задвигаются на второй план. Ну вот я обратил внимание, что частенько юниоры вот именно такие программы делают. Арина Парсегова Видели мы на предыдущем этапе тоже набирает 69 яркие такие необычные, вдруг хищные программы Участница занимает первое место. с интересным колоритом таким национальным. исполнение На первом месте программы Арина с тем же практически результатом, который у нее был на Магнитогорском турнире. 63 с копейками балла. То есть откаталась 1 в 1 практически, получается, по оценкам. Майя Сарафанова, школа Жука, тренер Екатерина Моисеева. Прямо обкричались с трибун. Ее болельщицы поддерживают всеми силами свою любимицу. You hit the beat, got the world on a string. To live forever, you'll do anything. Hatch your eggs, grab the diamond ring. This is an art to do everything. Oh, oh, it's the time of our life.
Отлично. Майя Сарафанова, ученица Екатерины Моисеевой, а также в группе тренеры Максим Завозин и Ольга Симонова сделали вот такую хореографию необычную. Я просто обратил внимание на то, что фигуристка раза 3 или 4 касалась рукой льда, как будто вот так вот его все время поглаживал. Ты же мой хороший, вот у меня все прыжки получаются. Все у меня будет здорово. Ну, они и правда все получаются Да, сегодня. возможно, таким образом старались больше вот работу корпусом, какую-то широту дать катанию. А так, да, прекрасная лучезарная улыбка после проката. Мы такое всегда любим. Справилась на двойной аксель с руками наверх. Сразу корпус тоже вниз после приземления. Тройной ридбергер, руки наверх. И видим, как эмоционально она прям вкладывается в свою программу. И это всегда отнимает, на самом деле, больше сил, когда ты катаешь программу вот с такими эмоциями от души. Но и зрителям приятнее на такое смотреть. Каскад тройной ус, тройной тулуп тоже с руками наверх прекрасно докручено, уверенно, никаких вопросов. Вращение у нас 2 вращения выполнены на 4-й уровень и 1 вращение на 3-й уровень. То есть где-то что-то не додержала, но при этом дорожка шагов на 3-й уровень, что как раз-таки очень хорошо. Мы знаем, что здесь у нас все очень строго оценивает техническая бригада, и 3-й уровень за дорожку нужно еще заслужить. Вот этот палец в суде, это, по-моему, цитата из Плющенко, нет? У него такое было пару раз. Отличное катание, молодчина. Очень понравилось. Здорово, когда вот такая прыжковая база позволяет так красиво исполнять выезды из любой комбинации прыжков. Прям замечательно. Не бороться за прыжки, Да, а наслаждаться да, катанием, программой. И нас радовать. И она лидирует. Там, правда, отрыв, ну, прям совсем минимальный от Арины Парсеговой. Но Майя Сарафанова на данный момент первая. И завершается на этом группа участниц выступлением Амалии Насыбулиной. Знакомы мы с Амалией благодаря предыдущему этапу в Красноярске, ну, где она была всего лишь 6-й. Можно попробовать улучшить результат. That I've fallen for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you dead, the paradise?
Программа на музыку из кинофильмов о суперагенте британской разведки тоже заканчивается в сплошных плюсах. Я не знаю, каким богам кто молился, но здесь, в Казани, пока все идет великолепнейшим образом в короткой программе соревнований юниорок. Смотри, какие довольные прибежали все Прекрасный тренеры. прокат, да, прекрасный от Амалии. Короткой программы. Настолько было энергичное катание, столько вот чувствовалось внутренней силы, которую она нам показала. Начала свою программу с каскада, тройной луц, тройной тулуп, луц с руками наверх. Тулуп тоже докручено, чисто исполнено. Очень уверенно в целом по программе ехала. Двойной аксель на прекрасной скорости, с красивым выездом. Вращения все исполнены, 4-й уровень. Сколько грамот у нас сегодня будет выписано. Вот сразу видим, что по ходу сезона от этапа к этапу не только частота исполнения прыжков растет, не только программа увереннее смотрится, но и сразу мы видим, что и уровни во вращениях уже намного чаще мы видим самые высокие, что идет отработка программ, программы накатываются, и девчонки сразу же на все мелочи, вот, которые, возможно, были недоработаны еще в начале сезона, сейчас уже все дорабатывается. Я уверена, что главным стартом нас вообще ждет какая-то феерия и россыпь чистых прокатов. Буквально Амалия олимпийская. Насыбуллина за короткую программу набирает 57,47. Набирает она чуть-чуть поменьше, чем в Красноярске, между прочим. Занимает 6-е место. И там у нее было 58-71. Но программа практически один в один была сейчас исполнена, да. Хотя нет, вращение было, между прочим, там всего лишь 2-го уровня в Красноярске, а тут все 4-ми. И недокрут был и в Красноярске на Ридбергере. Так что вот пойми эти результаты. Ну, люди же тоже разные сидят, там разные судьи. Они оценивают так, как это видится сейчас здесь. То, что вот мы с тобой как раз обсуждали, что спортсменки говорят, ну, на одном этапе так тебя оценят, на другом что сяк. нельзя сравнивать оценки между двумя разными стартами, разные судьи, разные технические бригады. Поэтому будем сравнивать не оценку, а прокат. Он был мега похож, и тем не менее она улучшила и вращение сделала 4-го уровня. Она молодец. Вернемся после заливки. На лед приглашаются участницы 3-й разминки. На разминке находятся Елизавета Степанова, Республика Башкортостан, Альбина Герасимова, Московская область, Маргарита Энкина, Пермский край, Алена Принева, Москва, Маргарита Базылюк, Москва, София Сарновская, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. В соревнованиях юниорок в короткой программе мы выходим на финишную прямую. Заключительная группа участниц уже на льду и будет разминаться перед своими короткими программами. Потрясающе совершенно идут эти соревнования. Мы за 12 участниц видели только одно падение и один грубый срыв элементов. Все остальное все держит. Да, есть, конечно, естественно, недочетики, то все. Девочки просто потрясающие. Спасибо им огромное за то, что они есть. С этим невозможно поспорить. Уровень очень высокий девчонки показывают в коротких программах. Как раз то, чего мы ждем, и то, что мы любим в коротких программах, показать вот чистое катание, безошибочно. И, конечно, заключительную разминку мы тоже очень ждем. Не буду скрывать, что последних 3 девочек особенно ждем. Хочется очень посмотреть на их программы. Эти девчонки уже не один раз показывали
высочайший уровень своих выступлений. Так что, конечно же, желаем всем чистых прокатов и находимся в ожидании. Именно. А девушки находятся в разминке. Первая среди них — это Елизавета Степанова, которая тренируется в Уфе и выступает за Башкирию. Тренирует ее Алексей Губанов, Елена Муфтиева. Бронзовый призер всероссийских соревнований имени заслуженного тренера России Ксенофонтовой в этом году. Так вот размялась. Альбина Герасимова вслед за ней будет выступать. Спортсменка тренируется у Натальи Титовой и Виктора Кудрявцева в Балашихе. Побеждала она на турнирах «Самарочка» и «Вологодские узоры» еще в первом спортивном разряде. Маргарита Энкина из Перми. Тренируется у Екатерины Патласовой и Алексея Гловацких в школе «Орленок». С хорошей техникой в прошлом году на красноярском турнире выступала. Давала бой лидерам, можно сказать, да, не заняла высокое место, но оценка, тем не менее, именно в техническом плане была достаточно высока. Если прибавить к этой технике еще какие-то компоненты, то можно многого добиться. Алена Принева на ваших экранах из «Хрустального». Владеет четверными прыжками, что будет востребовано в произвольной программе. Безусловно, были у нее различные призовые места на разных турнирах. Но вот на этапах юниорского гран-при в прошлом году в Красноярске была бронза у этой спортсменки. Маргарита Базылюк. Еще одна спортсменка, которая тренируется у Тутберидзе, Дудакова и представляющего девушек здесь Даниила Глихенгауза. Чемпионка России по прыжкам, где она блистала такой комбинацией, как четверной сальхов и потом через Ойлер еще один четверной. Сумасшедшие трюки выдают девчонки. Но одно дело на чемпионате по прыжкам, другое дело в регулярных соревнованиях. В них не только прыжки ценятся, но и кое-что еще, что у девушек, безусловно, есть. Сегодня будет столкновение этих навыков, возможностей, желания, целеустремленности. Завершит катание в этой группе София Сарновская из группы Ангелы Плющенко, из Академии Ангела Плющенко. И работает Сергей Алексеев, Дмитрий Михайлов, и возглавляет эту школу Евгений Плющенко. Внимание участниц!
Разминка закончена. Один из главных лидеров в своей возрастной группе прошлого сезона. 13-летняя спортсменка, которая будет сегодня демонстрировать какие-то, наверняка, Для исполнения тоже короткой программы на лёгкой взрослый подход к Елизавета фигурному Степанова. катанию. Республика Хотя это и юниорское Башкортостан. катание, но вот так зачастую мы даже сами обсуждали, что и тренеры, и судьи периодически просят быть взрослее, чем ты есть на самом деле, а им Да, всего да, лишь все к этому 13 лет. стремятся. Екатерина Степанова открывает эту разминку с программой «Расставание». Утомленное солнце нежно с морем прощалась. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что расстаемся, я не стану злиться. Виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце расстаемся, я не стану злиться. Еще одна молодчинка из Уфы, Елизавета Степанова. Степанова. Все такие девушки серьезные, хорошие, собранные. Одна радость. Уже буквально заканчиваются эпитеты, мне кажется, для описания прекрасных прокатов наших спортсменок, юниорок. Елизавета Степанова, короткая программа. Если бы я это не видел своими глазами, я, знаешь, слышал бы только свою собственную. Я подумал бы, что что-то не то с человеком, честное слово. Ну, правда. Ну, ни в какое сравнение не идет. Ну, ребят, правда. Я сейчас даже больше говорю не об элементах, которых уже тут Да. говорить и ни к чему. Одна за другой девчонки очень высокий технический уровень показывают. Все идут на самые сложные наборы. Вот каскад Flip to Loop немножко отличается он от большинства девочек, которые идут на Lutz to Loop, но по баллам это не столь значительная разница. Хочется больше говорить даже не о прыжках, которые сегодня были исполнены хорошо, а о презентации программы, насколько по-взрослому, красиво, с эстетической точки зрения, как это приятно было смотреть. Лиза прям заворожила сегодня своим катанием, и прям вот смотришь на нее, наслаждаешься, и глаз радуется, как
как она красиво все линии показывает, насколько она себя преподносит в этой программе. Прям вот у нее и чувство позы есть. Прекрасное выступление в короткой программе. Немножко по уровням вопрос есть к одному вращению, прыжок во вращение 3-го уровня и дорожка шагов 2-го уровня. Вот. В остальном даже и сказать нечего. Остальные вращения 4-го уровня и презентация программы на высшем уровне сегодня. 56. В хорошем настроении и ее тренер Алексей Губанов. Момент участница занимает Так вот, 8-е покачивает головой по поводу оценки. Ну да, но есть же Есть куча к чему стремиться, есть нюансиков моментики, и которые можно компонентов. дорабатывать. Но Герасимова. выступила для себя она прекрасно. Альбина Герасимова из Балашихи со стадиона имени Ляпкина. Катается под композицию Алессандро Мели «Queen of Kings». Queen of the kings and running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of the wings. She, queen of the kings, broken her case, threw the keys. She will be the warrior for north and southern seas. Got raven hair, it's dark as night. Icy eyes, out of sight, out of sight. Her heart is bright, is warm and bright. Her smile awakes the northern light. Looking out, she calls. La-da-da-da-da, who will conquer all? Her name is she, queen of the kings, running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of the wings. She, queen of the kings, broken her cage, threw the keys. She will be the warrior of the north and southern seas. A firestone, forge of flames. A wildest card, run the game. Can stay the same in this world of change. Don't fear the pain, just break the chain. Looking out, she comes. La-da-da-da-da, who will conquer all? Her name is she, queen of the kings, running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of the wings. She, queen of the kings, broken her cage, threw the keys. She will be the warrior of north and southern seas. Her name is she, queen of the kings, running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of the wings. She, queen of the kings, broken her cage, threw the keys. She will be the warrior of the north and southern seas. Her name is she, queen of the kings, running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of the wings. She, queen of the kings, broken her cage, threw the keys. She will be the warrior of the north and southern seas. Какая заряженная фигуристка Альбина Герасимова. Прям как из пушки выстрелил, да, на эту программу. Ты прям сразу отметил, что девочка куда-то полетела, Альбина побежала Герасимова. моментально. Да, с первых секунд понеслась она в эту короткую программу, и музыка вот такая динамичная, энергичная, и Альбине она, безусловно, очень подходит, потому что вот девчонка прям сразу с первых шагов, как понеслась, на огромной скорости пролетела всю свою короткую программу, и вообще ни доли сомнений не присутствовало в исполнении элементов. А самое интересное, что и с технической стороны придраться не к чему. Все вращения 4-го уровня, дорожка шагов 3-го уровня, прыжки были выполнены с завидной уверенностью. Сейчас мы видим двойной аксель, стартовый прыжок в этой программе, Никто сложные ничего не выезды, пересматривает. никаких, да, пересмотров, ридбергер с 2 руками наверх.
И мы видим, что прыжки, они словно вплетены как часть программы. Нету каких-то долгих заходов, подготовки к элементу. Мы не видим, чтобы... Вот сейчас мы видим каскад во второй половине, тройной луц на огромной скорости, тройной тулуп. И вот она только делает выезд, все, он уже сразу вплетается дальше в программу. То есть нету какой-то вот долгой реакции на прыжок, что фух, сделала. Нету настроя какого-то. Это все часть программы. Она настолько уверена в этих элементах, что они вот как обычно, вот как переход, как прыжок, точно такое же движение в программе, как и все остальные. И это сразу видно, это читается, это следующий уровень такой. Очень спортивная девчонка, и, конечно, программа здорово подобрана под ее вот этот вот настрой. Да, очень подходит. Интересно ей. будет посмотреть, что в произвольной программе она покажет, потому что, наверное, какие-то разноплановые должны быть программы. Она сейчас на 3-м месте, совсем чуть-чуть отстает от лидеров, но впереди выступление еще 4 спортсменок. Первая из них — это Маргарита Энкина из Перми. Маргарита Энкина. Тоже молодчина. Конечно, в таком среднем срезе уровня, может быть, чуть-чуть послабее девушка, но тоже начала с каскада, который стоит по итогу 10 с лишним баллов, и не отпускала и остальные элементы. Да, выступление было не безошибочным, но сегодня девчонок хочется только хвалить и хвалить. Один из немногих вот был степ-аутов только на акселе. Да, на двойном так-то... акселе, причем самый легкий элемент в этой программе, прыжковый, немножко подвел.
Но, тем не менее, вот начала с каскада тройной ус, тройной тулуп. Не на очень большой скорости он был выполнен. После Луца так вот немножко на месте она остановилась, но это ей не помешало туда прицепить тройной тулуп, сделать его, докрутить. Ну вот выступление Маргариты и до нее катавшейся Альбины, это как раз можно очень хорошо сравнить, да, на чистом выполнении, да, элементов, тем не менее сравнить. А вот, а где скорость, а где еще какие-то там уверенные Да, но выезды, это вот, то мне есть все. кажется, от того, насколько высок уровень здесь, мы уже как будто можем придираться к Мы этим не будем выступлениям. придираться, девочка-то прекрасная. Я имею в виду придираться, во-первых, будут судьи, а у нас просто есть возможность сравнить, Да, да, ну все разные, да, все по-разному катаются, выступают. Здесь действительно не было именно в исполнении прыжков, может, какой-то огромной скорости, но тем не менее у всех разные техники исполнения. Вращение вновь все 4-го уровня. Да, На первых этапах класс. это была редкость, Да, были единицы, помню. кто с этим справился. Сейчас девчонки тоже все выполняют на 4-й уровень вращения. Ну вот у нас уже молодчина. грамоты наши заканчиваются. Надо одолжить еще грамм. Алена Принева, Москва. Даниил Глейхенгаус провожает Алену Приневу на лед. Она катается под музыку из мюзикла «Милая Черити» Боба Фосса. Какой-то шум жуткий происходит на стадионе. Надеюсь, что это не помешает Алене собраться на выступление. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender! Spend a little time with me. Do you wanna have fun? Fun, fun. How's about a few fun laughs? Fun laughs, fun laughs. I can show you a fun laughs. Good time. Прямо перед судьей финишировала с такой иронией поставлена эта программа у Алены Приневой. Ну, с одной стороны, Принева. это очень интересная, мощная спортсменка.
при всем ее изяществе, да. Но с другой стороны, а что мы видим сегодня? Вот как по настроению тебя? Совершенно замечательная Алена, и очень всегда нравится смотреть за ее выступлениями, наблюдать за ее прокатами. Очень... Не знаю, меня так много восхищает. Она этой подпрыгивает. Вот слышим, да, обсуждение после проката, тоже хотелось услышать, потому что, скажу честно, я буквально с первых элементов увидела, что Алена волнуется, что на элементах это отражается, конек немножечко дрожит, даже на двойном акселе, вот сейчас увидим, особенно на тройном Ридбергере, вот на выезде вот этот вот чуть-чуть дрогнул конек, а я знаю, что Алена очень сильная спортсменка, как технически, и хореографически, со всех точек зрения, что и четверные прыжки на тренировках прекрасно исполняет, и самые сложные. Вот главное научиться на соревнованиях показывать все самое лучшее, что она умеет. И вот здесь я это волнение видела, и оно вот, как мы видим, на каскаде отразилось. Неуверенное приземление с тройного луца, из-за чего она только двойной тулуп прицепила. На самом деле молодец, сориентировалась, почувствовала, что тройной, видимо, не сделает, пошла на двойной, исполнила этот каскад на тройном Ридбергере, кстати говоря, находят недокрут в четверти оборота. В общем, Тот самый очень, Ридбергер, который очень... нам так понравился своей музыкальностью, потому что был Да, настолько прям в акцент сделан, она выполнен. прямо ждала этого. И, наверное, вот, может быть, даже и переждала немножечко. Очень яркая спортсменка, хочется ей побольше уверенности в себе пожелать, чтобы она на каждом старте наслаждалась сама своими выступлениями и показывала все самое лучшее, что она умеет. А умеет она очень и очень много. 7-е место после короткой программы и очень плотная группа участниц. Прям с первого места идет, ну, там, балл разницы меньше между соперницами, поэтому 7-е место — это не так уж и далеко. Всего-то 6 баллов отставания. Еще можно будет в произвольной побороться. А у нас на льду еще одна ученица Тутберидзе Дудакова и выходящего к бортику Даниила Глейхенгауза Маргарита Базылюк. Quand on n'a plus de mais
Какая прекрасная программа о любви, о поиске себя, о каких-то чувствах, эмоциях. Это то, Маргарита чего, наверное, Маргарите совсем недавно, так как она была еще совсем маленькой фигуристкой, может быть, даже и не хватало. И вот она сейчас это обрела и в таком прекрасном лирическом стиле. Но скулы сводят от того, что произошло с ней в этой программе. Как печально. Да, очень смешанные эмоции от проката Маргариты, потому что, с одной стороны, она для меня раскрылась совершенно по-другому в этой программе, как она повзрослела, сколько эмоций, какие взгляды, как она чувствует музыку, программу. Мне кажется, что это вот она постепенно сейчас начала обретать, потому что мы привыкли выделять Марго за как оловянного солдатика с прыжками, которые она штампует один за другим четверными. А сейчас видим, да, к сожалению, технически есть сложность, ошибка и на двойном акселе, хотя Марго всегда прекрасно и тройной аксель в короткой программе исполняла. И абсолютно неожиданное падение с тройного лутса. Конечно, технически это неудачное выступление, но хочется отметить, что она действительно взрослеет и раскрывается по-другому на льду. И просто хочется пожелать ей, чтобы какие-то технические проблемы, чтобы все это осталось позади, все наладилось, и тогда это будет сочетание и сложнейших технических элементов. И теперь еще к этому добавится такое вот катание, которое за душу цепляет. Почему? Почему у вас такой сложный вид спорта? Когда не только физический рост, когда там кто-то из мальчиков-то вырос там, сантиметров на 17, а даже эмоциональный и психологический рост, взросление оказывает такое влияние на выступление, на все. Ну почему? Вот зато, когда сходится все, Прекраснее вашего вида спорта нет. Так и есть. спорить не буду. Ну, серьезное отставание, конечно, очень серьезное. Прям не поскупились на минусы судьи в технической программе. Ну а что, тут ничего и не попишешь. По компонентам она на первом месте вместе с Майей Сарафановой. Одинаково они у нее отсужены 27-20, а вот по элементам оценка катастрофическая. И Маргарита на 14 месте. А впереди катание Софии Сарновской из «Ангелов» Плющенко. Шуберт.
Большое напряжение переживала София, безусловно. Сарновская. Выступает в завершении такого сумасшедшего дня, когда огромное количество выстреливших программ и в то же время оступившихся соперниц, которые, да, в первую очередь рассматривались как соперницы, Принева и Базилюк, и тут же и надо брать первое место сразу, да. Ну, может быть, она этого и не знала, да, весьма вероятно, что не знает, как там остальные выступили. Но она молодчина, с этим давлением справилась. Да, определенно, выступать последней это всегда более волнительно и последний в разминке, и тем более уже завершать соревнования, и когда такая высокая конкуренция среди девчонок. И София сегодня справилась. Тройной ридбергер, двойной аксель, каскад луц-тулуп, к прыжкам никаких вопросов. Да и, в принципе, к техническим элементам сегодня никаких вопросов не было. Вот сейчас показывают элемент, уже, можно сказать, фирменный элемент Софии Сарновской, вращение во флажке, но при этом с очень интересным захватом рук. Такого редко Да, и увидишь в постепенным фигурном таким катании, эффектным мне кажется, выходом да. в эту позицию. Не видела такого Класс. ни у кого, кроме Софии. Справилась, сегодня справилась, хотя видим, что сама она чем-то недовольна, но это вот, наверное, перфекционизм, максимализм, и когда ошибки такие, что знает только она и тренер. Сегодня справилась, очень старательно откатала свою программу, все доделала, умничка. На Гран-при в Москве она набрала 63,38 балла и была второй, а сейчас улучшила По итогам и стала первой. Это предсказуемо и очевидно, я имею в виду, ну, предсказуемо после того, как она уже все выполнила и показала те элементы, которые показала. Надо отметить, что вот у нее первый результат по технике, а второй результат по технике, который долгое время был первым, он у Альбины Герасимовой. Она напрыгала на 37 баллов и 2 а София на 37-38. Вот. Но компоненты у Софии Сарновской на первом месте. Она обгоняет по компонентам и Сарафанову, и Базилюк, и по всем аспектам занимает лидирующую позицию. С преимуществом, правда, не таким уж и большим, 1,5 балла. Поэтому... Знаешь, что да, девчонки будут рисковать произвольно идти на элемент ультра-си. Конечно же, все решит произвольная программа, и интрига у нас сохраняется. Но потрясающий день сегодня. Я очень рад и очень сочувствую, конечно же, Маргарите и тем, кто совершил ошибки. Все остальные были великолепны. Но еще есть день произвольных программ. Мы, безусловно, всем, кто Конечно, сегодня не смог конечно. реализовать свои прокаты, желаем в произвольной показать все самое лучшее и оказаться на своих законных, заслуженных позициях. Классный день, и будем ждать от мальчиков того же. Они выйдут на лед после заливки. И мы вместе с Анной не прощаемся.